5 утра. Если вы думаете, что в это время Швейцария еще спит, значит вы никогда не были в Аппенцеле. Солнце только что выкатилось из-под австрийских пиков, и сегодня на небе нет ни одного облачка, никакой дымки, никакого тумана, только резкие контрастные тени и звенящая чистота воздуха. С вами находимся. Сейчас поднимемся вот сюда. Мы в Блюризау. Отсюда наш путь кажется невозможным. Посмотрите на эту стену. Известняковые скалы Хоер-Кастен взывают вертикально вверх, разрезая лазурь неба. 1794 метра. Сегодня это наша цель. Стоимость 28 франков в одну сторону. Детям бесплатно, да, Юлечка? Ты ребенок? Да, мне 14 лет. Только Всё. паспорт получила. Да. Канатная дорога – это ваш билет в первый ряд природного кинотеатра. Забудьте о кондиционерах. Сегодня нас будет охлаждать только горный ветер. На одной ноге едет. Юлечка очень пугает это. Мы заходим в кабину. Скрип троса, легкая вибрация, и земля под ногами перестает быть опорой, превращаясь в живую карту. Посмотрите вниз. В июне эти склоны выглядят так, будто кто-то выкрутил насыщенность на максимум. Каждое пастбище – это отдельный оттенок зеленого. И чем выше мы поднимаемся, тем отчетливее проступает характер Апштайна. Это не просто горы, это складчатый массив, где каждый пласт скалы рассказывает о миллионах лет тектонических битв. Справа от нас массив Кампор. В лучах солнца он кажется вылитым из чистого серебра. Видимость сегодня такая, что кажется, можно протянуть руку и коснуться Боденского озера. Оно блестит на горизонте, как забытое зеркало великана. Сегодня тот редкий день, когда природа не скрывает ничего, никакой дымки, скрывающей горизонт. С этой точки мы видим 6 стран. Швейцария у нас под ногами. На востоке, за тонкой нитью Рейна, Лихтенштейн и Австрия. Чуть севернее Германия с ее синейшим Боденским озером. А там, в мареве на горизонте, угадывается Франция и Италия. Хоер-Кастен – это не только виды, это комфорт. Пока вы обедаете в единственном в Восточной Швейцарии вращающемся ресторане, мир сам кружится вокруг вас. Но мы здесь не за десертами. Наша настоящая награда – это путь вниз. Такой ресторан, он крутится, да, Юля? Да. Крутящийся ресторанчик панорамный. Кстати, можно там еще фотоемся. Да.
Похавать вот такой есть апенцель. Вот так вот, такой вид. И цветы разглядывают. И бежит первая. И любуются пейзажами. Такие здесь прикольные. Вот так у нас такой спуск шикарный. Обратите внимание на указатели. Июньское солнце палит нещадно, поэтому мы надеваем очки, затягиваем рюкзаки и начинаем наш спуск. Впереди 3 часа чистого восторга и испытания для коленей. Первый этап спуска – Кастен-Зетель. Тропа петляет по самому гребню, под ногами гравий, над головой бесконечность. В июне здесь начинается настоящий парад цветов. Альпийская астра, горячавка, рододендроны. Они пробиваются сквозь камни, празднуя яркое, но короткое лето. Слышите этот гул? Это не самолет, это ветер, играющий в расщелинах скал. На такой высоте звук распространяется иначе. Вы можете услышать разговор туристов на соседнем хребте за километр отсюда. Красота какая. Да, и людей тут полный аншлаг. Мы спустились ниже, в зону альпийских лугов. Здесь жарко, пахнет нагретым чабрецом и свежескошенной травой. Знаменитые альпийские коровы сегодня в отличном настроении. Для них этот склон – шведский стол с лучшими видами в мире. Звон колокольчиков – это пульс этих гор. Это звук, который не менялся здесь столетиями. Мы проходим мимо фермерских хижин, где уже вовсю кипит работа. Июнь – время делать тот самый знаменитый сыр. Тропа уходит в лес. После открытых скал это блаженство. Прохлада, тень и мягкая хвоя под ногами. Здесь ритм шага замедляется. Мы входим в финальную стадию нашего путешествия. Колени уже напоминают о себе, но эндорфины от увиденного перекрывают любую усталость. Последние метры. Мы снова на равнине. Но если вы посмотрите на свои ботинки, вы увидите на них пыль тех самых высот, где мы были пару часов назад. Мы сделали это, спустились с небес на землю в буквальном смысле. Вот такая у нас дорожка, скользкая. Да. Не, просто обувь у нас не та. Такая дорожка будет идти аж до Бюрюсау и постоянно вниз. Хояркастед в июне – это проверка на прочность и подарок для глаз. Мы увидели мир без фильтров и преград. Горы – это лучший способ вспомнить, кто мы есть на самом деле. И как прекрасна наша планета, когда на ней нет ни туч, ни сомнений. Снимайте ботинки, заказывайте холодный сидр и просто смотрите вверх. Там на вершине все еще кружится ресторан, а мы уже немного другие.
До встречи на следующей вершине.